Всем доброго времени суток. Так, как и обещала, сегодня у нас будет мастер-класс вот таких вот часов. Ну, как бы наподобие таких, ну, немножко я изменю загибку, я так думаю. Ну, наверное, только загибку я поменяю и, может, серединку чуть-чуть. И все. Так, что я хочу сделать? Значит, нет, давайте начнем с того, что, во-первых, часы идут, если вы видите. Вот секундная стрелка, она работает, все нормально. Переверну, покажу, как с этой стороны. Вот так. Вот. И вот такая вот штука получается. Значит, что нужно для того, чтобы сделать такие часы? Первое. Я приобрела вот такие вот цифры. Они деревянные, не лакированные, просто деревянные. Их, в принципе, можно красить под любой цвет. Я так думаю. Ну, красить, в принципе, можно, они не пролакированы. Второе. У меня вот такой вот механизм. Вот. И стрелочки. Вот такие вот. Вот. Еще одна должна быть. Где-то. Да, вот она. Вот. То есть вот что нам нужно. Вот это и вот это. Так. Значит, что еще? Значит, для того, чтобы делать такие часы, на что нужно обратить внимание? Первое, просто сплести панно и к нему потом крепить. Но я скажу, это не подходит. Почему? Сейчас объясню. Первый момент. Нужно обращать внимание всегда на высоту вот этого штифта. Это раз. Второй момент. Обращать внимание на то, какие будут цифры. В данном случае у меня, я так понимаю, римские, да, по-моему. Вот. И если присмотреть, если вы помните эти цифры, да, то самая большая по ширине это цифра 8. Вот. Она самая большая. То есть, естественно, полотно, там, где мы будем крепить вот эту цифру, должно быть ширине вот этой вот восьмерки. Я сейчас покажу, что имею в виду. Вот. Видите, какая ширина полотна? То есть, вот отсюда до сюда. То есть, это чтобы можно было хорошо прикрепить эту цифру. Потому что остальные, в принципе, видите, ширины достаточно. Вот. Ну, это только основной момент, вот, на котором я как бы хотела заострить, чтобы вы обращали внимание, смотря какая цифра. Естественно, что если это будет циферка там арабские, да, там двойка, тройка, то есть, ну, они маленькие, по сути, в принципе, ну, ширины можно и меньше, естественно, и диаметр самой тарелки, он будет меньше. Вот, я буду показывать на таких цифрах. Это все. То есть я покажу основное, это идея, как ее сделать. Вы же можете делать на свое усмотрение. Я покажу простые обычные цифры. Простые обычные часы. Без всяких там выпендрежей и всего остального. И покажу, как я буду крепить механизм. В общем, все будет постепенно и потихоньку. Поехали, значит. Я говорила, что хочу сделать... хочу... циферки. Нет, даже не циферки. Давайте, наверное, мы серединку. Давайте начнем с серединки. Значит, что нужно? Значит, я специально сейчас буду делать высокую серединку, чтобы ее можно было одеть на штифт. Значит, что нужно? Так, значит, я беру наши трубочки, вот так перегибаю. Все три. Мне нужно добиться, значит, чтобы у меня было 24 стойки. В основании я буду сейчас закладывать 12. И плюс потом я еще добавлю 12. Как раз, чтобы у нас было, опять же, показываю на часах,
чтобы вот у нас, грубо говоря, две стойки шло на одну цифру. То есть я делала как? Вот на расстоянии. Вот здесь вот у меня вмещается 2 цифры, вот здесь вмещается 2 цифры, вот здесь вмещается 2-3 цифры. И вот здесь, вот если обратить внимание, тоже вмещаются цифры. Вот, поэтому вот я с таким расчетом делала. Вот. Теперь, как делаем? Вот я сделала 3. Вы можете серединку делать как хотите. Я показываю то, как я придумала, чтобы хоть немножко закрыть этот штифт, потому что штифт там, по-моему, 2 с чем-то сантиметра, и, то есть высота. И, естественно, надо его как-то прикрывать. Значит, одела вот одну трубочку, на эту трубочку еще одну, и вот третью, и завожу вот в эту петельку, вот сюда. Вот. Но сейчас я чуть стяну. Вот так. Вот. Но я, когда буду стягивать, вставлю что-нибудь, ручку, например, да, чтобы было отверстие. Чтобы можно было потом его еще чуть-чуть расширить. И как раз вставить, станет хорошо наш вот этот вот штифт. Вот. Так. Это первое. Все. Вот оставляем. И еще одну делаем. Точно так же. Вот так. Сюда. И точно так же в другую. Вот. И сейчас снова вставляю ручку. И равномерно нужно будет подтянуть. Это, конечно, мои будут третьи часы, какие я делаю. Вчера я сделала двое таких часов. И сейчас делаю третий. Так, готово. Можно прижать. Вот так. Так, готово. Так. И вот так вот равномерно нам нужно сейчас будет их поставить ровненько. Вот так. Мы потом их подровняем при плетении. Вот, чтобы главное, чтобы вот середка у нас стала. Я надеюсь, хорошо видно, потому что вроде бы стараешься, чтобы все было хорошо. Так. Так. Работаю на поверхности рабочей. Ну ничего. Как есть, так есть. Что скрывать-то? Украшать. Так. Теперь беру трубочку. И наращиваю между собой 2 трубочки тупыми концами. Вот. И закладываю не в верхнюю, а под нижнюю. Вот. И сразу, вот как начнете проплетать, сразу выравниваете вот эти вот стойки. Ну, то есть, чтобы она не заходила вот как здесь, одна на одну ложилась, а вот рядышком. И вот так по кругу мы сейчас оплетаем. Первый рядочек, он неудобный. Ну, ничего, это все поправимо. И вот так вот по кругу сейчас мы оплетем. Вот. Повторюсь, серединку вы можете как хотите делать, на ваше усмотрение.
Я ее придумала такой. Почему? Потому что здесь сейчас доплету до конца, покажу еще почему именно. Вот так. Вот, она выпуклая. Вот. И, естественно, вот эта часть штифта она в любом случае спрячет. Все ряды я закрываю. И по ходу сейчас будем. Все выровняется, все поправится. За это можете не переживать. И все будет хорошо. Так. Проплетаем 3 ряда. Так, это у меня второй, еще рядочек. И будем разводить стойки. Так. Так, закрываю ряд. Так. Наш третий рядок. Вот куда трубочка хочет, просится вот на какую сторону, на ту и укладывайте. Все, 3 ряда готово. Есть. Так, теперь разводим наши стойки и будем проплетать еще 3 ряда. Забыла сказать цифры. У меня 3 сантиметра по высоте. Так, и сейчас проплетаем еще 3 рядочка. Это первый. Так, вот. То есть основное, вот я же говорю, обратить внимание на то, какой у вас будет штифт, высота, какие будут цифры. Вот это очень важно. Потому что бывает такое, что штифт очень-очень низкий, невысокий. Вот. И плетение, естественно, что нужно подбирать такое, чтобы все было, ну, чтобы стрелки не цепляли это плетение, чтобы цифры не цеплялись. То есть это все нужно учитывать. Я покажу то, с чем столкнулась я. То есть какие я делала часы. Вот. Вы же уже можете подбирать под то, что вам будет интересно и как вам. Я показываю идею. Так. Ну, как я говорила, закрывать буду все рядочки. Так. Сейчас проплету 2 рядочка, еще включусь. Проплела я 3 рядка. Теперь меняю цвет на светлый. И буду плести мои любимые бубочки. Кто-то их называет по-другому столбик с накидом. А я называю бубочки. И теперь верхняя трубочка, которая у меня, я не буду обворачивать. Вот. И заводить под низ. Вот. И снова верхняя, которая у меня есть, я ее обворачиваю вот так. И завожу под низ. И вот так. Идем до конца ряда. Я сейчас дойду до конца и включусь, покажу, что делаем дальше. Как будем закрывать
наш рядочек. И вот так. Подхожу к концу. Вот наша последняя. Вот. И нам остается сделать бубочку здесь. Но я сразу меняю цвет на темный, потому что буду плести дальше темными трубочками по кругу. Вот так. И теперь нам нужно сделать последний виток. Вот. И завожу под низ, но при этом тоже сейчас поменяю цвет. Вот так. Вот. И по кругу проплести нужно еще один рядок. То есть закрепить это все. Так. Сейчас нарастим. Так. Последний. Закрываем. Есть. Теперь я говорила, что мне нужно 24 стойки. У меня здесь 12. Как я буду делать? Я сейчас буду наращивать трубочки. Вот. Так. Берем, как я буду делать. Я скрутку нашу срежу. То есть мне нужно тоже здесь добавить 12. Это у нас что? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот. И даже не скрутку, давайте... Да, скрутку я срежу вот сейчас. Вот. Вот практически я чуть-чуть ее оставила, она будет все равно спрятана. Вот. И как делаю? Наша трубочка. Вот. Я беру. Вот так вот прижимаю. Та, что сверху, она должна идти под низ, но здесь я прижала чуть-чуть. И вот подставляю чуть-чуть под низ плетения. И проплетаю, вот так захватывая. Дальше, следующее. То есть между стойками я буду наращивать по трубочке одной. И у меня в итоге выйдет 24 трубочки. Вот так вот. Каждую мы наращиваем. Вот. Так. Здесь как раз попало на наше наращивание. Ну, ничего страшного. Это не проблема. Так, вот так. И, кстати, эту сразу тоже нужно нарастить, чтобы потом не отвлекаться.
Так. Вот так. Точно так же здесь. Так. И вот мы практически доходим до конца. Так. И сейчас будем последнюю нашу трубочку вставлять. Вот. Вот. Все. Теперь мы проплетаем по кругу столько рядов, сколько у вас будет ширина самой большой цифры. То есть у меня это 8. То есть вот я буду сейчас по кругу плести, при этом буду прикладывать свою 8 и смотреть, чтобы она у меня помещалась вот на полотно. Я сейчас еще немножко проплету, и мне нужно будет заменить вот эти короткие стойки на более длинные. Если, конечно, у меня хватит трубочек, то я сплету другую загибку. Вот. Но пока мы плетем ровно столько рядов, сколько, я же говорю, у вас будет помещаться ваша большая цифра, самая широкая большая цифра. Не в наименовании цифры, там 10, 12, да, а именно ширина самой цифры. То есть, понятное дело, что если у вас, допустим, циферка, как я говорила, арабская, там 10, 11, 12, там не широкие, поэтому и само полотно у вас будет не широким. А у меня цифры римские, поэтому приходится плести очень большое расстояние. Ну, расстояние это приблизительно, вот у меня это где-то рядов 14. 12-14 рядов. Вот веревочкой из 2 я буду проплетать. При этом я буду брать вот наши циферки, да, вот так вот. Ну, допустим, да, вот у меня тут будет идти вот полотно, вот так вот. И вот так вот я буду прикладывать и смотреть, сколько мне нужно проплести. Вот так. Вот. То есть вот эта цифра у меня здесь должна поместиться. Естественно, мне вот такое расстояние нужно проплести. То есть при этом я вот проплету еще пару рядочков, чтобы закрепить вот эти трубочки, и потом поменяю вот эти. И будут у меня все длинные. То есть я уже не буду снимать вот это вот наращивание. Я думаю, уже все умеют это делать. Вот. Я проплету нужные рядочки столько, сколько мне нужно. Включусь и покажу, как, ну, что делать дальше. Так, ну что, значит, сплела я в общей сложности, вот начиная после вот этих бубочек, да, вот первый ряд, второй, первый, второй, третий. Так вот у меня вышло 16 рядов. Как я ориентировалась, сколько мне плести? Вот как я говорила, да, должно поместиться 1, 2, 3 и вот 4. То есть свободно они помещаются. Вот. Понятное дело, если у вас одна цифра, как я говорила, арабские, да, то можно и на одну плести. Естественно, что полотно вот это вот ваше будет, оно меньше. Так, значит, сплела. И теперь снова меняю наши рабочие трубочки на светлый цвет.
И точно так же мы проплетаем такой же рисунок светлый, вот, как у нас и был. Вот сюда. Здесь расстояние уже пошире. Вот. И точно так же мы проплетаем. То есть верхняя трубочка у нас огибает стойку. Вот. Вот так. Вот. И заводится под низ. И теперь следующая верхняя. И под низ. То есть мы повторяем точно такой же рисунок, как у нас был вот здесь. Вот. Я сейчас подойду вот к концу, последняя и первая, и скажу, что делаем дальше. Подошла к концу. Так, вот наша последняя. И переходим к первой. Снова меняю цвет на светлый. Ой, темный, прошу прощения. Так. Надо больше обрезать, чтобы не выглядывало. Так. И последнюю делаем виток наш. Вот. И точно так же меняем нашу трубочку. Так. Давайте мой другой клей. Так. Вниз. Все. И теперь мы еще проплетаем где-то 2 ряда по кругу и будем закрывать розгой в 3 прута. Я сейчас закончу и перейдем уже к нашей загибке розги. Закончила я 2 рядочка пропила. Теперь я хочу розгу. В любом месте, в принципе, можно брать. Закладываю первую нашу трубочку. Так. Наши резервные. Так. Вторая. Снова резервная. И третья. Вот. И, как обычная розга, мы проплетаем. Только единственное, что срезы я делаю вот вовнутрь, лицом, срезом к трубочке. То есть вот так. Вот. То есть срез у меня там. И вот так вот продолжаем нашу розгу плести по кругу. Ну, я думаю, розгу уже умеют многие плести. Ну, принцип у розги какой? Вот, перед двумя, вот одна, вторая. Перед двумя за третью. И вот так. Как раз трубочки хватает впритык. Вот. И вот так вот мы проплетаем
по кругу до самого конца. Вот. Вот. И старайтесь сделать так, чтобы срез был к трубочке, вот туда лицом. Вот. Я сейчас закончу. И мы приступим к... Ну, у меня там на тех часах лепестки. А здесь будет немножко по-другому. Я закончу, включусь и покажу, как поступаем дальше. Так, закончила я. Вот что у нас получилось. Вот такая вот тарелюшка. Теперь я хочу делать не лепестки, вот как у меня были, да, вот немножко разнообразить. Вот, не лепестки, вот такие вот, а хочу сделать загибку, называется дорожка. Вот. И сейчас я вам покажу, что нужно для этого. Нам нужны трубочки, вставить новые стойки по 2 штуки. Сейчас это сделаем. Так, я беру и срезаю вот по скрутку, вот до вот этой вот части, где вот мы заклеивали кончики. Так, у нас здесь 24 стойки, вот, значит 48 штук. Как делаю? То есть в каждую, где у меня есть вот трубочка, вот где загибалась, да, вот в эту часть, вот сюда, я буду вставлять наши дополнительные стойки. То есть вот эти вот, которые мы отрезали предварительно, капаю клей и 2 вот так буду вставлять. Одна. Рядышком вторая. Подвину вот так. Вот. И по 2 штуки. Желательно сразу их все закрепить. Для чего? Для того, чтобы клей схватывался. Я сейчас это сделаю. Потом включусь и покажу, как будем делать дальше. Так, вставила я по 2 стойки. И теперь что делаю? Значит, так, на расстоянии приблизительно сантиметра 2-2,5. Сейчас даже возьму линейку. Где-то вот так, да. Беру что-нибудь такое вот, чтобы можно было хорошо угол сделать. Вот. Желательно сначала одну загнуть, а потом вторую. Вот так. Перед наверх, на низ, наверх, на низ. Вот. И все делаем ровненько. Так, теперь делаем точно так же. Можно лучше, конечно, по одной это все делать. Вверх, вниз и вниз. Вот так. И теперь эту рядышком. То есть вы можете, опять же таки, либо оставить его как есть, либо же, то есть не делать вообще никакую загибку. То есть это уже на ваше усмотрение. Так, и снова я... То есть я стараюсь делать на одинаковом расстоянии вот эти вот загибы, да. Вот так. Вот.
2,5. Можно даже 2 брать. Видите, вверх. Так. О, пропустила. Ну, конечно. Думаю, что-то мне не хватает. Вот. Так. Итак, мы идем до самого конца. Вот. В случае чего я пока ничего нигде не обрезаю, я просто проплетаю. Ну, вот так вот по кругу мы плетем. Все кончики получается у нас. Главное, чтобы вот эти стойки у нас не ездили. Вот как вот у меня вот сейчас оно пытается все убежать. То есть какой принцип? Наверх, на низ, снова наверх и кончики под низ. Вот. То есть все. Вот спускаем. Так. Все можно поправлять. Так, вверх, низ, вверх и низ. Вот. Снова вверх, низ, вверх и низ. Так. И вот так мы идем по кругу. Еще раз повторю, что стойки, вот главное, чтобы не уезжали. Вот. Так. Вверх. Под низ. То есть, смотрите, вот как идет. Внизу трубочка, посередине, вверху. То есть, на одном стоячке должно быть внизу, вверху, внизу, вверху и вот этот ваш изгиб. Вот. То есть это для того, я вам сейчас объяснила, чтобы вы не запутались вот в хвостиках. И так постепенно мы идем к нашему концу. То есть и тут поправляем. Все, сейчас выравниваем. Так. Внизу. Так, уже что-то напортачило. Так, вверх, низ, вверх. Ага, и вот вниз. Так, вверх, низ, вверх. И низ. Вот.
То есть вот трубочку, которую вы заводите, вот сейчас еще раз покажу. Вот. Чтобы покажу вам, как быть с низом, чтобы вы не запутались, что же вниз должно пойти. Вот ваши хвосты. Вот смотрите, вверх, низ, вверх и низ на самый-самый-самый низ. То есть вот сюда. То есть вот кончики, вот они вот туда ложатся. Все заводим под низ. Следующую нашу. Вверх, низ, вверх. И вот прям к самому вот концу. Снова. Вверх, низ, вверх и низ. То есть это тоже внизу. Мне все время руки чешутся его наверх. Вот на низ. Вот так. Вот так. Вот так. То есть я не выключаю, с вами вместе плету. И вот так. Вот. И так идем до нашего конца. Главное, чтобы все трубочки ложились параллельно. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Мы подходим практически к началу нашему. Так. 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 И под низ. И вот мы начинаем делать стыковку. Вот наш низ первый. Раз. Два. Наверх и на низ. Вот сюда. То есть по рисунку мы все заправляем. Следующее. Вверх, низ. Можно даже по одной. Вот. Низ. Вверх. И вот низ. Вверх, низ, вверх. И вот наш низ. Он должен стать вот здесь. Вот. Вот, видите? Низ. Трубочка должна идти вот. Вы ее должны видеть под этой. И последнее. Наверх. Под низ. Вот. Перекрутилась. Вот. Наверх. Снова мы должны вот между трубочками по рисунку. То есть у нас должно быть полностью переплетение. Под низ вот сюда. Вот. Тут надо все поправить, чтобы все шло параллельно. И вот так вот все. Если где-то что-то вот не нравится, это все можно поправить, протянув. Вот так. Вот так. И вот так. Все. И вот такая вот наша загибка получается. Здесь все
нужно поправить. Вот так вот сюда все должно выйти. Так, концы. Варианта 2. Либо мы обрезаем их вот так и подклеиваем, либо можно заправить вот сюда в серединку. Но так как мы вставляли вот здесь вот наши трубочки, поэтому возможно такое, что вот эти вот наши хвостики будут плохо заходить. И естественно, что могут вылезти вот сами вот эти, что мы вставляли. Поэтому я пока оставлю. Вот. Поправляйте, если где-то что-то не так. И вот так вот у нас получается. Вот. Все. Вот такая вот красота у нас получилась. Теперь самое интересное. Значит, нам нужно установить механизм. Нет, стоять. Не механизм. Нам нужно теперь приклеить. Так, приклеить наши цифры. Ну, я, знаете, что делаю? Я вот ищу. Первое, что я ищу вот хотя бы вот что-нибудь, чтобы было равномерно, ровненько. Я обычно делаю по стыку. Где мой стык? Вот он, стык. Вот. Нет, не так, не это. То есть выбрать место, где будет вот ровненько. Ну, поняли? Вот, ровно-ровно. Ну, вот как раз мы на него и наткнулись. Вот. То есть вот здесь вот у меня будут цифры. Здесь и вот здесь. И я буду клеить на... Сразу говорю, что я клею на термоклей или по-другому горячий клей. Так. Здесь можно все поправить. Вот. Так, берем. Как я буду поступать? Я наши циферки сначала делаю как? То есть я приблизительно раскидываю, где у меня и что будет. Да, вот, допустим, вот 12 вот ровно здесь, да. Вот, как я говорила, здесь 24 стойки, поэтому я беру вот середку. То есть, что побольше. И вот так вот я приблизительно примеряю. Сначала я выставляю вверх-вниз. Вот так. Далее я выставляю низ. Вот так, 6, да. Теперь я выставляю бока. То есть я смотрю так, чтобы все шло вот прям чуть ли не по линеечке. Да. Вот так. Вот так. Так. Вот. Теперь приблизительно вот так. Ну, это уже не столь сейчас важно. Так. Теперь 9. Так. Ну, вроде есть, да? Я вам скажу, оно смотрится и так классно. Можно сюда там какие-то там, допустим, это пример покажу. Я, конечно, так делать не буду, но можно сделать вот так, допустим, да? Вот. Можно что-то, какие-то цветочки сюда. Ну, то есть вы уже смотрите. Это я просто для примера показываю. Вы уже можете так сделать. Ну, то есть вы уже на свое усмотрение. Но я буду выставлять все цифры. Вот. Так, то есть это с чего я начинаю. Потом приблизительно, вот почему я говорила 24 стойки. Одну пропустим, цифра, одну пропустим, цифра, одну пропустим, цифра. И поэтому я старалась, то есть вначале добавить стойку, чтобы при плетении дальше всех рядов стойки равномерно все распределились.
Так вот, я на обычный горячий клей все это дело буду клеить. Вот капаю клея. Вот. И вот так вот, то есть ровненько приклеиваю наши цифры. И старайтесь еще так вот, допустим, вот в одну сторону у вас толстая, да, вот эта вот часть идет, и вот у меня здесь, и вот в шестерке. То есть все как-то вот в одну сторону, чтобы все было красиво и равномерно. Вот. Я сейчас это все приклею, и мы дойдем до нашего механизма. Так, приклеила я цифры. И теперь продолжаем. Значит, что нам нужно? Значит, тут мне нужно открутить винтик. Сейчас мы это дело соберем. Так, берем нашу ручечку. И нужно хорошо проделать отверстие. Так. Есть. И теперь вот так вот одеваем. Вот нашу вот эту часики. Вот. Вот как я говорила, почему делала выпуклость. Вот видите, насколько хорошо. Вот. Ой, прошу прощения. Вот какой остался штифт. Совсем чуть-чуть. Теперь я беру нашу гаечку. И мне нужно закрутить. Хорошо. Нашу гайку. Так. Вот. Есть. Теперь начинаем одевать наши стрелки. Сначала, которая показывает основной час, время. Ой. Так, нужно вот одеваем одну. Теперь минутная. Вот так. Все ровненько. И наша секундная стрелка. Вот так. Все. Стрелка может немножко выгнуться, но то все поправится. И теперь проверяем, что у нас получилось. Это еще прикрепить нужно хорошо. И вуаля. Наши часики работают. Все прекрасно. Ну что, товарищи плетуны, кому понравилось, ставьте лайки. Будут вопросы, задавайте. Обязательно на все вопросы я отвечу с большим удовольствием. Кому было полезно, пишите опять же таки комментарии. Все буду рассматривать. Далее вот эти хвостики, кстати, хотела еще сказать, вытащу пока батарейку. Вот хвостики, которые мы вставляли, их можно просто обрезать обычной. Я как обычно вечно вспоминаю все в конце. Вот так вот подрезать и подкрасить. Все. Это я пролакирую и обрежу все это дело. Здесь хорошо привинтить просто наш винтик, нашу гаечку вот эту. Все. Вот такие вот супер часики у нас получились. Все, кому было полезно. Рада, что вы были со мной. Пока-пока. Подписывайтесь и пальчики вверх.